Всем привет, с вами Тори-чан. Есть вещи, которые считаются совершенно нормальными в Японии, но могут показаться странными в других странах. И сегодня я расскажу о 10 таких вещах. И честно скажу, даже за 13 лет жизни в Японии я не ко всему привыкла, и есть вещи, которые нормальные здесь, но для меня до сих пор странные. О них я расскажу в конце. Поехали. Первое. В Японии совершенно нормально не стесняться голизны. Здесь очень популярны горячие источники онсен, и многие японцы ходят в общественные горячие источники, чтобы помыться и расслабиться. И там все купаются абсолютно голыми, никаких купальников, никаких полотенец. Как родился, так и купаешься. И, к счастью, горячие источники для мужчин и женщин раздельные, но так было не всегда. В Японии раньше женские и мужские источники были вместе. Это называется коньёку, когда и женщины, и мужчины купаются голыми все в горячих источниках. И только в 1900-х годах, в эпоху Мэйджи, в Японии запретили это и начали делать горячие источники для мужчин и женщин раздельными. И одна из причин, почему это запретили, не потому что японцы внезапно подумали, что ой, стыдненько как-то, а потому что Япония начала больше сотрудничать с другими странами, в частности с Голландией, Португалией, Англией и также Америкой. И в тех странах это было не очень принято, и они намекнули Японии, что это лучше запретить. В Японии до сих пор есть смешанные источники, хоть это и большая редкость, но даже я лично такие видела. Обычно это открытые на свежем воздухе горячие источники, которые, наверное, как-то обходят этот закон, и там, по идее, можно купаться одновременно и мужчинам, и женщинам, даже в наше время. Но, парни, не спешите собирать чемоданы, обычно там только одни мужики. И также эта нормализация голого тела в Японии касается не только горячих источников, но и, например, даже в переодевалке, когда вы переодеваетесь в горячем источнике, снимаете одежду, или, допустим, в спортзале, или где-нибудь, где нужно переодеваться, обычно не прячется особо. То есть ходить голый по раздевалке в Японии тоже довольно нормальная вещь. Второй пункт немного связан с первым. В Японии совершенно нормально принимать ванну вместе с детьми, и некоторые даже, думаю, могли видеть это в аниме, где, допустим, папа принимает ванну вместе с дочкой. И до скольки именно лет принимают ванну вместе с детьми зависит от семьи конкретной, нет каких-то определенных правил, и даже более того, здесь нормально приводить детей с собой вместе в горячий источник противоположного пола до определенного возраста ребенка. Допустим, в мужском источнике могут бегать маленькие дети разного пола, в женском горячем источнике постоянно пацаны, уже взрослые пацаны, по-моему, как мне кажется, но они в женском горячем источнике учатся. Я шучу, конечно, не взрослые пацаны, но, наверное, 8-9 лет, просто очень высокие. Бывает, с мамами вместе ходят в горячие источники. И это зависит от города, а также конкретного горячего источника. В разные правила, до скольки можно лет с собой приводить детей противоположного пола. Где-то это 7 лет, где-то это 9-10 лет. Третье. В Японии нормально издавать звуки во время еды. Но, дослушайте меня до конца, в Японии ненормально и считается плохой манерой чавкать. Но, допустим, если вы едите лапшу, как рамен или удон или гречневая лапша соба, то тогда издавать сёрбающие звуки, когда вы втягиваете лапшу, считается нормальным. И также, допустим, если вы пьете чай матча, то считается хорошим этикетом последний глоток матча выпить сёрбая. Почему? Потому что это показывает, что было настолько вкусно, что вы выпили абсолютно все до конца и прямо засёрбываете. Только в этих двух случаях в Японии нормально издавать звуки, когда вы едите. Чавкать здесь считается неприличным, как и во многих других странах. Четвертое. В Японии нормально стоять в очереди, даже если нет других людей. Вика, это как? Например, если вы ждете вашего поезда на платформе и никого перед вами нет, кто тоже ждет этого поезда, японцы все равно станут в очередь,
а на полу нарисованы специальные ножки, где нужно стоять, и японцы будут стоять в большинстве случаев именно там, потому что так будет проще другим людям, кто тоже за ними захочет стать в очередь, а не образуется какой-то хаос, непонятно кто за кем. Это отдельная тема, что японцы обожают очереди. Если они видят очередь, значит, что туда нужно стать, там будет что-то хорошее и вкусное, и я тоже за 13 лет жизни в Японии начала так думать. И самое интересное, многие рестораны и кафе знают эту особенность японцев и их любовь к очередям, и специально делают так, чтобы нельзя было заранее забронировать место, а нужно было именно идти и становиться в очередь перед открытием, чтобы можно было попасть в этот ресторан. И это работает так, что у тебя нет выбора, ты пришел, стал в очередь, а люди, кто проходит мимо, видят, что там очередь, и такие, значит, там хорошее место, нужно будет зайти. 5. В Японии нормально слушать собеседника молча, а не использовать разные фразы для поддержания диалога или чтобы показать человеку, что вы его слушаете, как, допустим, в английском языке I see, oh, wow, oh, really, и так далее. Это весь мой английский язык. Кто живет в Америке или где-нибудь в англоязычной стране, напишите мне, это так или нет. У меня есть такое впечатление, что англоязычные люди очень часто используют такие фразы для поддержания диалога, но в японском вас могут слушать просто тихо, молча, вот так вот, просто кивая головой, или максимум использовать одобрительное мычание. Сонанда. Это максимум, что можно сказать, когда собеседник с тобой разговаривает на японском языке. Это вовсе не обозначает, что вас не слушают, или это не обозначает, что с вами согласны, если люди кивают. 6. Квартира без кровати – это норма в Японии. Традиционно японцы спали на полу на специальных матрасах под названием футон, и даже в наше время многие японцы предпочитают именно такие матрасы. Кто-то думает, что это полезнее спать на футон, чем на кровати. Для кого-то это просто удобнее, потому что футон можно свернуть и спрятать в шкаф, и можно многофункционально использовать комнату, а не только под спальню ее отводить, что особенно удобно в небольших квартирах. И также футоны дешевле, чем кровать, поэтому некоторые покупают несколько футонов, и это выходит намного просторнее и дешевле, чем покупать одну кровать king size. И также в Японии считается, я думаю, вполне оправданно, что спать на матрасе футон вместе с ребенком намного безопаснее, чем на кровати. И здесь довольно распространено спать родителям вместе с новорожденными детьми, поэтому даже если пара спала на обычной кровати, с рождением ребенка они покупают матрас и спят на полу, потому что это безопаснее, ребенок не упадет с высокого матраса, и также футон издает меньше звуков, чем обычная кровать или матрас на пружинах, и труднее разбудить ребенка или партнера. И футон можно купить огромного размера, постелить его на всю комнату, чтобы всем места хватило. 7. Носить маску для лица – норма в Японии. Так было и до пандемии, так и осталось сейчас тоже. Даже до пандемии около 20% японцев носили маску в холодное время года. И я смотрела интересную анкету, где японцы отвечали, почему они носят маску, и многие говорили, что это для профилактики и уменьшения риска заболеть, особенно когда ты много ездишь в поезде забитом на работу. И даже были люди, кто говорил, что носят маску зимой, потому что так просто теплее лицу. Поэтому не удивляйтесь, если вы увидели японца, который носит маску. Это не всегда значит, что человек чем-то болен, он может быть болен, но также у него может быть просто день, когда он не хочет, чтобы его лицо видели другие люди. У меня тоже бывают такие дни, и очень классно, что в Японии нормально, что можно одеть маску, когда, допустим, у тебя прыщ на носу, или ты не успела накраситься, или просто себя не очень хорошо чувствуешь. Такая любовь к маскам в Японии еще с 1920 года, когда был испанский грипп. Кто не знал, 100 лет назад была пандемия, которая из Испании, судя по названию, дошла до Японии. И тогда в Японии знали, что маска может немного
уменьшить риск заболевания, и поэтому даже были вот такие плакаты, где рекомендовалось носить маску в общественном транспорте. И тогда маски были черного цвета, потому что изначально маски использовали люди, кто работал на шахтах, шахтеры, и их делали из черной ткани, чтобы не было видно, насколько они грязные. 8. В Японии нормально кланяться водителю машины, когда он пропустил вас на пешеходном переходе. И поклон — это важная часть японской культуры, при помощи которого можно выразить приветствие, благодарность, извинение, уважение и так далее. И поклон в Японии — это не всегда как в сериале «Сёгун», где его били палками, чтобы он ниже кланялся. Так обычно в Японии очень редко кланяются каким-то знатным людям, как, не знаю, босс на работе или император, премьер-министр Японии. Но в обычной жизни японцы кланяются очень так низенько, но делают это часто. Допустим, когда вы переходите пешеходный переход и вас машина пропускает, обычно пешеходы благодарят водителя легким таким поклоном, то есть вот таким вот. То есть вы смотрите и такие, типа, спасибо большое. Это вполне себе в Японии нормально. И также я начала в последнее время водить в Японии и заметила, что не только пешеходы кланяются водителям, но и водители кланяются другим водителям, когда те уступают им дорогу, что очень мило, но главное, чтобы не было аварий. И последние 2 пункта — это вещи, которые норма в Японии, но даже я до сих пор не смогла до конца полностью их принять. 9. Это тихо вести себя в общественном месте. И Изами недавно хорошо подметила, что в Японии и в Европе совершенно по-разному себя ведут в общественных местах. Допустим, как нам показалось, в Европе, если это общественное место, допустим, площадь, то люди могут себя вести относительно свободно, танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах, на скейтборде кататься. В Японии же наоборот, если это общественное место, вы не можете вести себя свободно, вы должны вести себя так, чтобы не мешать другим людям. Поэтому есть много разных правил, писанных и неписанных, которые нужно соблюдать. И мне лично очень нравится эта черта японской культуры, что они пытаются не переходить границы других людей, не мешать другим людям, но иногда это переходит все границы, иногда это перебор, как мне кажется, по моему все еще немного иностранному менталитету. Как пример, недавно в нашем городе Фукуоке проходил джаз-фестиваль. Освещение, музыка, тыц, люди подпевают, кричат, вау, то есть лайв-концерт, как вы это себе представляете. И во время этого лайв-концерта я с подругой, когда играет музыка, довольно такая громкая, мы обсуждали, чтобы друг другу было, понятное дело, слышно, что вау, это женщина, которая сейчас поет джаз, у нее такой стиль классный, и вообще здорово, это классно, что мы пришли на этот концерт, и нам сделали замечание. Дедулечка, который стоял перед нами, обернулся и такой типа no speaking. Мы немного были в шоке, потому что можете написать в комментариях, как вы думаете, я не права, может быть, в этом случае, потому что тогда это не была какая-то тихая музыка, акапелла или там, не знаю, пианино, скрипка, опера, это был именно громкий джаз заводной, когда люди подпевали и орали, и мы комментировали это, но мы тоже как бы не орали, просто чтобы было друг друга слышно, как это во время концерта бывает. Изами мне сказала, что возможно, потому что это был дедушка, но также у меня есть версия, что это потому что мы говорили не на японском языке, и ему просто мешало то, что мы говорим не на японском. Но также в Японии действительно есть такое, что лучше не вести себя громко. И люди на концерте этом были не настолько громкими, как, я думаю, они могли бы быть в любой другой стране, когда проходит лайв-концерт. Японским артистам очень трудно японцев немного так размять, расслабить, чтобы они начали подпевать, а не тихо стояли и слушали. И 10. это ходить по проституткам. Думаю, сейчас потребует отдельное видео на эту тему сделать. Когда-нибудь я соберусь и сделаю, но я боюсь, что меня YouTube забанит за это, поэтому посмотрим. Но если очень простыми словами, в Японии много разных сервисов, которые в этой области работают, и здесь совершенно нормально не скрывать, если мужчина
ходит в такие места. Я сейчас не говорю, что в Японии нормально изменять, это ненормально, как бы это не говорили некоторые ютуберы, инстаграмеры, тиктокеры, что «О, в Японии нормально изменять». Нет. Спросите японку, вам ни одна японка не скажет, что это нормально изменять в Японии. Если парней спросить, они могут сказать, что поход в такое место это не измена, но это его личное мнение, а не его девушки. Поэтому, да, изменять Японии ненормально, но не скрывать, что ты ходишь в такие места в Японии нормально. До такой степени, что мы можем смотреть какое-нибудь японское шоу, например, где знаменитые актеры или комедианты говорят, что «О, я там вчера ходил к такой девушке». И меня каждый раз вымораживает с того, что в Японии это не стыдно. Ребята, как вы думаете? Потому что я не думаю, что это должно быть настолько нормализировано. При этом девушки так в Японии я не видела, чтобы говорили. Поэтому это норма в Японии, которую я все еще не могу принять. Надеюсь, что вам было интересно это видео, что из этого списка вам показалось нормальным, и оно нормально и в вашей стране тоже, а что ненормально. Жду ваших комментариев. И спасибо большое, что досмотрели это видео до конца, мне очень приятно. Спасибо за просмотр, всем пока!